Привет, друзья! Новость, которой я также не мог не поделиться с вами. Компания Lenovo провела в Китае презентацию Android-планшета Legion U700. Он оснащен субфлагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, выглядит и ощущается как iPad mini, с ним мы его сегодня и сравним, да и по цене вполне себе, даже при нынешних реалиях. Давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал, поехали! Давайте пройдемся по техническим характеристикам новинки. Габариты вы видите на своем экране, вес 375 грамм. Дисплей размером 8,8 дюймов, 2560 на 1600 пикселей, IPS 120 Гц, HDR. Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 с Adreno 650. Память 8 или 12 оперативной, 128 или 256 гигабайт постоянной быстрой памяти на выбор. Слот для microSD также присутствует. Камера 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная. Батарея на 6550 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. USB 3.1 Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и джек для наушников присутствует. Экран выдает яркость до 500 нит и охватывает 100% палитры DCI-P3. Есть защита от синего излучения. Частота обновления сенсорного слоя составляет 240 Гц, что немаловажно в игровых планшетах. Стереодинамики настроены аудиобрендом JBL, есть и система тактильной отдачи. За охлаждение отвечает теплоотводящая пластина, аккумулятор заряжается от 0 до 100% за 45 минут. В Китае Lenovo Legion U700 стоит в рублях от 42 тысяч рублей за модель 8128 или 46 700 рублей за модель 12256. Цена примерно как раньше стоил iPad mini. Напишите в комментариях, как вы относитесь к планшетам на андроиде. Как вам эта компактная модель? Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, впереди, надеюсь, много интересного. Пока-пока.